Слава Украине, привет всем от Полонского. Саудовская Аравия заявила, что вполне себе может пожить при низких ценах на нефть. И опять-таки заявила, что, по всей видимости, они не будут придерживаться вот этой вот ценового потолка. И потолка, самое главное, добычи, который обусловлен условиями ОПЕК+. Они просто начинают добывать больше. Это говорит о том, что цена на нефть расти не будет. Ну, по крайней мере, до зимы. Посмотрим. Вот. Сейчас цена на Brent болтается в районе $60. Плюс-минус. Там даже иногда заваливается за эту цифру, за 60. Но нас-то не интересует не Brent, да? Хотя для Украины, в принципе, хорошо, что цена на нефть падает. Она нам обходится дешевле в этом случае, да? Но тут уже есть еще один самый главный момент, что денег будет меньше у России, потому что они продают более дешевый сорт, называемый Urals. Вот. И за свою нефть российцы сейчас уже получают меньше $50. При всем при том, что бюджет они фактически сверстали из расчета $69.75. То есть почти $70 за баррель. А сейчас они, дай бог, если получают 50. И это удар под дых. Это капитальный удар под дых именно от Саудовской Аравии, которая просто готова добывать больше. Даже намного больше. И, ну, посмотрим, чем это все закончится, особенно учитывая долгосрочные проблемы в российской нефтянке, когда они не могут поддерживать в порядке свои скважины. Это замечательно. То есть у них и так падает производство нефти, плюс эта нефть, которую они производят, она становится дешевле. Разве плохо? По-моему, очень хорошо. Следующий момент – это из Соединенных Штатов Америки. Волц вроде бы как-таки, да, ушел в отставку. И это советник Трампа, кто не знает, тот самый, который наговорил там нам всего. Да, то есть Волц уходит в отставку, и вместе с ним несколько его помощников уходят в отставку. Почему они уходят? Не потому, что они говорили гадости про Украину, не подумайте. Потому что они после скандала с этим мессенджером «Сигнал», куда они там напривлекали кучу народа, помните, да, и Хексета, и потом обсуждали неизвестно с кем детали американских ударов по Йемену, где, кстати, было сбито уже больше 20 беспилотников «Риппер». Мы когда-то у Штатов очень просили хотя бы 4 штуки, у нас тогда вообще не было беспилотников, кроме байрактаров, они нам и того не дали. Ну, а сейчас хуситы шлепнули уже больше, по-моему, 21 или 22. Вот так вот, иранскими ракетами. Ну, то есть, вот, просто замечание, как бы. Да, да, Волц уходит в отставку. Хорошо это или плохо, но он не относится к любителям Украины, мягко говоря. С этой точки зрения хорошо, но толку никакого. Почему? Потому что, по всей видимости, его место займет большой любитель Путина, вот этот вот Витков, да, который ездит постоянно к Путину, пренебрегает дипломатическими протоколами во время встречи с Путиным и т.д. и т.п. Но зато является личным другом Трампа и партнером по гольфу. Поэтому действительно, кого же еще взять в советники, если не Витков? Ну, по всей видимости, так оно и произойдет. По крайней мере, обозреватели говорят, что у Виткова самые большие шансы. Но насколько это... Ну, принимайте, скажем так, принимайте это как хотите. Вот. Дальше. Ну и выступил министр финансов Соединенных Штатов Америки Бессент. И просто такую целую тираду насчет Зеленского и насчет договора Украины с Соединенными Штатами Америки. Просто хвалебные такие оды пел. Я, честно говоря, сначала, когда услышал, подумал, может, я с утра уши не помыл, не умылся, значит, и плохо слышу, потому что, ну, мы не привыкли, что нам такое говорят. Но вот сейчас говорят, хотя все надо, знаете, делить на 10. Но тем не менее. Да, и так Бессент заявил, что подписанием соглашения на недрах президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал президенту Украины самый настоящий флеш-роял в отношении Российской Федерации. Помните, Бессент специально подчеркнул, что до этого Трамп говорил, что у Украины нет карт. Помните такое, да, было же такое. Вот. У вас нет козырей. А теперь что? Он говорит, ему дал флеш-роял. Вот. И теперь Зеленский может взять эти карты и показать их Путину или России. Также он отметил, что теперь между целями народов США и Украины вообще нет разногласий. Обалдеть можно. И, знаете, единственное, что он еще не сказал, что мы с американцами один народ.
Не знаю, может, еще все впереди, а может, совсем наоборот. Короче говоря, очень интересные моменты. Еще раз повторюсь, ребята, что действительно договор для нас выгодный. Я сегодня об этом целый ролик записывал, не буду еще раз специально останавливаться. Договор полностью изменил видение бизнеса между США и Украиной, сделав его из крепостного, знаете, вот из феодального, сделал его современным инвестиционным договором, то есть прекрасно. Да, кстати, уже рашисты взвыли высоким фальцетом по поводу этого договора. Это признак того, что договор хороший. Ура, патриоты там сейчас визжат и плачут, кричат, что все плохо, что как же так. Кстати, по слухам, Путин слил, я не могу сказать, сделал он это точно или нет, но по слухам, Путин слил российские ископаемые американцам в Арктике, или в настоящий момент находится в состоянии слива этих вот ископаемых именно по африканскому варианту, по тому, который нам предлагали в свое время. Вот именно, видимо, это не нравится ура патриотам, они кричат, как же так, значит, тут он, значит, сливает просто так наши богатства, а Зеленский он выторговал все, что хотел. Плюс к тому, что, значит, еще и население нам, они говорят, заменяют, да, жили русские, сейчас завозят совершенно других людей вместо этих русских, вот, а русских, значит, на утилизацию отправили в Украину. И они себя спрашивают, а как же так происходит, да? Значит, полезное ископаемое Путин подарил американцам, население, значит, мужское под нож, вот, а вместо них завозят неизвестно кого. Кстати, еще один интересный момент из России. Я услышал там у ура патриотов такие нотки недовольства. Они даже пищать начали. Знаете, на какую тему? Они говорят, смотрите, на сегодняшний день уже количество вот этих новоприобретших, да, российское гражданство, их уже миллионы. Очень скоро граждан стран Центральной Азии и не только, там же и там, извините меня, из Танзании, и из Палестины, и из Афганистана, и откуда хочешь, не только центральноазиатские страны, да, или как мы их называли в свое время при СССР, среднеазиатские страны, не только оттуда, есть из разных уже, да, государств. Всех их объединяет то, что они мусульманские страны в основном, или по большей части. Вот, так там уже миллионы мужчин находятся, некоторые с семьями, некоторые сами. И как бы огромную часть, учитывая еще бывших, как говорится, кто раньше получил российское гражданство, учитывая еще и тех, то, пожалуй, их может уже больше, чем так называемых русских. Я вам не могу сказать, но и никто не может сказать цифр, потому что это государственная тайна на России. Сколько там населения, вы же прекрасно знаете, что никто не проводит переписи, а если проводят, они лгут постоянно. Вот. Но, видимо, так, что вот этих новоприбывших уже или столько же, сколько, так сказать, русских, или больше их уже, да, то есть Путин заменяет там население одно на другое, но при этом замечают эти ура-патриоты кричат о следующем, что стоп, а где же полки, посланные на СВО, вот созданные из вот этих вот вновь прибывших граждан, так сказать, фашистской федерации, где они? Их нету, ну там, сям вкрапления есть, там кого-то отловили, отправили на фронт. Но в основном они кричат, утилизируют русских. То есть происходит просто Путин производит утилизацию одной части населения и не трогая другую, просто тупо заменяет этих на этих. И вот всегда остается вопрос, зачем Путин заменяет население. Вы знаете, там может быть масса вариантов, зачем он это делает, почему он это делает, кто ему это говорит делать. Вот. Но вопрос, конечно же, очень интересный. Вот. И как-нибудь стоит на этом деле поштудировать, посмотреть и вообще разобраться, почему это в принципе происходит.